Всем привет! Масло в антифризе. Откуда берется и насколько это все критично? Если мы открутим пробку с расширительного бачка системы охлаждения, увидим, что здесь у нас присутствует такой вот налет масляный. Его, конечно, еще не очень много, бывает вообще все в масле. Но уже видим, что маслице в бачке реально есть. И это уже не здорово. Чем плохо? Плохо тем, что масло в антифризе засоряет тильные каналы в радиаторе, и машина будет плохо охлаждаться. Затем радиаторы забиваются. Сначала забивается радиатор печки, потом радиатор основной, и автомобиль будет охлаждаться все хуже и хуже. Вот откуда может попадать масло в систему охлаждения. Есть два основных пути. Первый путь — это у нас масляный теплообменник. На двигателе 2.5 TDI V6 он находится по ходу движения с левой стороны, вот тут вот снизу. Это основной путь, наверное, и самый такой простой, который легко вылечить. И второй путь — это попадание масла в антифриз через прокладки головок блоков цилиндра. И тут необходима только лишь замена прокладок под головками. Учитывая, что здесь у нас находятся две головки, то это путь, конечно, непростой. Как проверить? Легче всего это закольцевать систему охлаждения мимо масляного теплообменника. И систему промыть и посмотреть, масло появляться будет или не будет. Но в этом двигателе осложняется опять же тем, что для того, чтобы добраться до масляного теплообменника, в любом случае необходимо снять весь перед. Опустить, наверное, насос гидроусилителя в сторонку, чтобы нам не мешал. Ну и как-то так. И поэтому сразу попробуем опрессовать масляный теплообменник. Снял перед автомобиля, радиаторы. Насос гидроусилителя отвел в сторонку. Кондиционер опустил вниз и вообще его убрал тоже в сторонку, чтобы он здесь не мешал. Крепление кондиционера, которое здесь снизу стоит, также вообще его отсоединил. И сейчас мы можем увидеть теплообменник. Вот он где находится, спрятался, держится одним болтом. Сейчас необходимо соединить патрубки резиновые и, открутив центральный болт крепления теплообменника, мы его будем снимать. Теплообменник снят. Вот так он выглядит. Получается, в него сверху система охлаждения сюда входит, циркулирует, а здесь к блоку подается масло. И благодаря такой системе масло, когда холодно, оно нагревается с помощью антифриза, а когда жарко, оно антифризом, получается, охлаждается, наоборот. Вот. Сейчас что необходимо сделать? Сейчас необходимо его прессовать. То есть на одну трубку подадим сжатый воздух, а вторую заглушим. Подобрал подходящие трубочки, так, чтобы можно было сюда подать сжатый воздух. Вот, поэтому сейчас подадим. Атмосфер 7, столько, сколько у нас давит масляный насос максимально. И посмотрим, будет ли воздух уходить, который буду подавать в магистраль антифриза через масляные каналы. Так, ну вот, подал максимум, сколько у меня накручено на компрессоре. 6,2, 6,3. И что мы здесь видим? Ну, тут у нас никаких пузырьков лишних я вообще здесь не вижу. Включился компрессор, накачал до примерно 7,5 бар. Вот, но результата все равно нету. Пузырьков как не было из теплообменника, так и нет. То есть дело будет не в теплообменнике, а дело будет именно в прокладках под головками блока цилиндра. Ну что ж, тест под давлением нам ничего не дал, но есть еще некоторые параметры, которые надо учитывать. Во-первых, это температура. То есть данный теплообменник, он работает у нас под температурой порядка 100 градусов. Масло греется, когда машина горячая, порядка 100-120 градусов. И это также нельзя не учитывать. Плюс антифриз, который протекает, также греется градусов до 90, а то может и больше. Поэтому условия, когда я создавал давление в теплообменнике, они не совсем адекватны. И учитывая вопрос цены замены данного теплообменника и цены
снятия головок, то я думаю, очевидно будет, что лучше все-таки сначала попробовать заменить теплообменник, промыть систему и поездить, посмотреть, что будет. И только лишь потом уже, если проблема не ушла, снимать головки. Потому что снятие головок это очень-очень процедура дорогостоящая. Вот. Купила новый теплообменник. Фирма Nissens. Nissens номер 90654. Вот. Ну и сейчас будем ставить. Промываем систему и будем проверять. Промыл пару раз систему охлаждения. Тут, в принципе, масла было немного. Сейчас вроде все чисто. Интересный такой момент, что если мы двигатель нагреем, антифриз будет горячий, и слой масла он будет именно сверху. То есть, если мы будем наливать антифриз за много, то слой масла именно будет просто вытекать через верх, а снизу будет чистый. Вот, ну, а еще лучше потом, если еще масло осталось, снять бачок, потому что все масло скапливается именно в самом бачке. И его еще промыть. И все, и заливаем чисто антифриз и наблюдаем. Вот так. Всем спасибо и удачи.